Спустя менее 1 года с момента создания канала мы сегодня тут собрались, чтобы отметить первую круглую цифру 10 тысяч подписчиков. Как ты мог помнить из итогового видеоролика, 10 тысяч я планировал собрать зимой, следующей зимой, в декабре, а оказалось, что нам потребовалось менее 1,5 месяца. Отчего я до сих пор в это не могу поверить и безмерно благодарен каждому, кто смотрит меня, подписывается и комментирует ролики. Чем активнее моя аудитория, тем выше моя мотивация их радовать новым контентом. Всем привет, с тобой Андрей Марас и первый выпуск вопрос-ответ, посвященный 10 тысячам подписчикам. Заранее хочу извиниться перед теми, на чьи вопросы я так и не ответил. К сожалению, хронометраж не резиновый, 2 часа вопросов-ответов немного долго, но я односложно отвечаю, чтобы заспидранить я не хочу, иначе смысл самого ролика просто-напросто пропадает. На не попавшие вопросы в ролик я чуть позже отвечу в комментариях по тем же постам, но только кратко. Спасибо за внимание. Первым интервьюером на повестке дня является Umbrella Technic с вопросом, планирую ли я вводить новые форматы, либо же рубрики на своем канале. Ну, вопрос на данный момент уже немного устаревший, ибо на канале уже введены небольшие изменения. Сыграв 3-ю главу играющей попки, у меня появилось пару идей, с которыми я бы хотел поделиться со своей аудиторией. С моим высоким интересом и всеобщим хайпом опыт прошел крайне успешным. Был поставлен новый абсолютный рекорд по всем показателям. Мой тикток начал расти, когда предыдущие ролики даже 50 просмотров не набирали. Но ты не бойся, Соника я не бросил. А что самое главное, он остается главной тематикой канала. Если что-то интересное по нему выйдет, то я точно 100% тебе расскажу. Главное, я понял, что можно снимать не только Соника, при этом не теряя просмотры, не выгорая и осуществив мечту многих Соника-блогеров. Также не собираюсь делать проекты на игры или проекты по Сонику, которые выходили когда-то, и они уже, грубо говоря, не актуалочка. Во-первых, буквально каждый этим занимается. Во-вторых, я всегда стараюсь делать уникальный контент, который ты ни у кого не повстречаешь. Естественно, как что-то новое выходит, я сразу же засниму для хайпа, но при этом поделяю все же часть контента для полноценного ролика, а часть в виде шортсов, как с тем же Праймом. На данный момент я работаю над 2 роликами. Один из них я бы не сказал прям оригинальный, но об этом никто в полной степени так и не рассказал за эти полгода. Ну, по крайней мере, в Ро-комьюнити. А идея на второй пришла сама собой, когда я задумался. Что бы такое снять с Соником, о чем никто не делал, но потенциально может заинтересовать зрителя? Соник... Точно, идея просто на поверхности лежит. Надо как можно скорее об этом снять, чтобы комментатор после просмотра этого ролика написал, что он правильно понял мой намек и с нетерпением ждал его выход. Думаю, я полностью раскрыл ответ на вопрос Кирилла, а также Артема и Апликана. Честно говоря, я бы мог еще минут 20 разглагольствовать о том, чтобы я бы хотел новое привнести, какие планы на будущее, но тогда дело не дойдет до других комментаторов, а это неправильно. Быть может об этом, а также мое мнение о современном Соника-блогинге я расскажу у кого-то на канале во время коллаборации, хотя на данный момент я всем отказывал. Не по причине, что я ЧСВ, просто мне не хватает времени, а также пока что меня звали очень странные каналы, с контентом которых я не очень хочу ассоциироваться. Либо же на неинтересующие меня темы, где мне нечего будет сказать. Возможно, мистер Утконос возразит, что под коллаборацию он имеет в виду, когда я кого-то приглашаю на свой канал, а не прихожу гостем, то тогда я тебя огорчу, что коллаборация у меня не планируется. Мягко говоря, если я работаю над чем-то, то я привык всегда контролировать полный производственный процесс, не полагаясь на чью-то инициативу, особенно в творчестве. Гость меня полностью понял и делает так, как я это представляю себе в голове, начиная с идеи, заканчивая технической частью. Я не планирую делать какого рода обзоров, где можно будет пораспрашивать чье-то мнение. Подкасты я иногда люблю послушать на разные темы, но делать их не стану, ибо я не знаю, как их сделать таким образом, чтобы было интересно не только слушать, но и смотреть для удержания аудитории. Конечно, можно добавить вебки собеседников, провести так называемый дианон, как спрашивает Дима Кул, но для этого надо будет купить камеру, карту захвата, чтобы картинка была отличной, а добавлять свое прекрасное ебло в ролики я не собираюсь из-за ненадобности и слишком высоких издержек ради... Ничего. Ну что, я точно могу сказать, Дианон будет проведен на первом же стриме на этом канале, но об этом я расскажу немного позднее, ведь Майк Домощей интересуется, какой мой любимый актер озвучки русского Соника. Знаешь, во всех своих обзорах, либо же обычных роликах я никогда не упоминал актеров озвучки. Это не было моим упущением, просто я за свою жизнь столько одноголосых озвучек, фанатских переводов Соника слышал, что если косвенно голос подходит персонажу, то уже топ. К тому же смысл выбирать, либо же оценивать дубляж Соника просто бессмысленно. Я же не режиссер проекта, который действительно выбирает, кто будет дублировать персонажа, а нравится нам или нет, все равно придется слушать то, что за нас уже решили. Sonic X предпочту смотреть в японской версии в субтитрах. Конечно, неудобно, но русский перевод из-за влияния американской версии все же плох, а чего в дубляже нормально не посмотреть. Когда выходил Sonic кино, ну вроде бы все в норме, но Сындука я слишком давно смотрю, чего буквально в каждой сцене, когда Соник начинает говорить, я такой...
это сундук, офигеть! Хоть русскую версию я смотрел единожды, чтобы услышать Дмитрия, и снова вернулся к американской версии. Русского дубляжа в играх по Сонику, к сожалению, нет, поэтому я также выберу английскую озвучку. Я слышал, что многие предпочитают японскую, но извини, из японского я знаю только пару слов, а английский у меня на уровне С, ведь всегда приятно слушать и смотреть на катсцену, чем пялиться, субтитры пытаясь хоть что-то понять. Даже русский язык не буду ставить, ибо в играх по Сонику он выглядит не очень, по сравнению с тем же оригиналом. Как тот же Dream Team. Впервые выбрав русский, моментально пытаешься вернуться назад, чтобы не видеть этот ужасный Times New Roman. Именно поэтому мне обычно пофиг на это. Звучит похоже. Круто! Не очень. Ну и ладно, чего поделаешь. Хорошо, что я не занимаюсь производством игр по Сонику, ибо с этим мне пришлось бы сильно ломать голову. Позвать привычные голоса, Тихонова, Камолова или искать ныне неизвестных, которые станут новыми легендами, неизвестно. В любом случае об этом стоит задумываться точно не в первую очередь, ведь самое главное в играх это геймплей и сюжет. Давно уже не секрет, что Соник не развивается. Сколько ремастеров получили, заимствований старых локаций, ассетов. И это уже не смешно воспринимать как отсылку, это уже прямое заимствование своих же моделек. И это все идет из нулевых, когда любые опыты и эксперименты в своих играх Sonic Team не успевал реализовать из-за графиков Sega, отчего они раз за разом проваливались, и поэтому мы видим одну классику и Frontiers, который с точки зрения мирового градила получилась плохой. Как минимум я бы добавил не линейность сюжета как ШЗХ, но немного измененную для реиграбельности. Да, сложно. Да, долго. Но не забываем, что современные Соники стоят 60 баксов, которые повторяют предыдущие механики по типу Ctrl-C и Ctrl-V. Сделать одну каноничную ветку, а остальные в зависимости от выбора игрока. Также нормальные характеры, которые в зависимости от ситуации менялись бы. А не так, друзья Соника хорошие, Эгман злодей. Не существует добра и зла. Они все относительны. Эгман порабощает флики и все застраивает не по приколу же, а Соник всех освобождает не потому, что он герой. Вот-вот. Я бы ее делал трехмерной, полностью отказавшись от 2D. Причем сменив главный геймплей на приключенческий, оставив платформик на попочку. Ведь хватит уже равняться на доисторического Соника и Марио. Давайте делать игры о крутом еже крутыми. Я бы мог продолжить список, но во-первых, давай будем реалистами. Ко мне Sega никогда не обратится, чтобы ей сделать игру, хоть я имею небольшой опыт создания игр на Unity. Во-вторых, изменения слишком масштабны, на что Sega никогда не пойдет. Ведь основная идея игры по Сонику будет заключена в том, что Соника в ней не будет. Ой, кажется, Такаш умер от шока. Андрей спрашивает. Топовое имя. Будут ли какие-либо соцсети? Отличный вопрос. Честно говоря, я не готов заниматься ими, по крайней мере сейчас. Во ВКонтакте я вообще не сижу. Использую их только для переписок по поводу размещения рекламы, либо общения с другими блогерами. Телегу использую для частых переписок со своими друганами, а Дискорд нужен для разговоров. Но я все же не очень общителен. Ладно, группу в ВК или что-то подобное создам только для того, чтобы получить галочку на странице и хвастаться у себя в деревне среди коров, что она у меня есть, а у них нет. В телеге мне нечего постить, мне ютуба хватает, но если ты так хочешь найти место, где можно пообщаться с единомышленниками, быть может раз в 1000 лет и со мной, то я могу создать Discord сервер. Но при одном условии. Этот ролик должен набрать за первые сутки с момента его премьеры в районе... сколько лайков попросить? Предыдущие ролики набирали 500 штук за несколько недель, а давай спрошу моих любимых подписчиков сколько? 500? Или 1000. И с гигантским перевесом побеждает 1000. Возможно, ты спросишь: но Андрей, твои ролики набирали еле как половину от этого числа, а тут сутки. Это же невозможно. Да ты будешь прав. Но вы все можете объединиться, позвать своих знакомых, понатыкаться своих твинков и альт-аккаунтов, ибо я уверен, что вы 100% не наберете эту сумму. Надо было 500 выбирать. Заскамила мамонтов. Вот автор ган... Ща, подожди, кто позвонит. Алло, кто это? Кулмарт! А, Кулман, чего хотел? Как я познакомился с Соником? Все Соника-блогеры посвящают полноценные ролики этому, собирают кучу денег, разводя гигантские тирады. Поэтому я последую, пожалуй, примеру многих. А? Не, нафиг мне посвящать целый ролик. Сейчас расскажу его историю. Это было давным-давно, в предыдущем тысячелетии.
пока мой первый президент еще не ушел от усталости, и я еще 2 слова между собой связать не мог, как мой дядя показал мне самого первого классического Соника. Понравился ли он мне? Никому не известно. Особенно мне. Но факт того, когда он ее включал и начинал играть, то я сразу замолкал и начинал внимательно смотреть. Кто не знает, я родился в 1999 году. Тем самым полюбить Соника я просто был обречен. Хотя в те времена я полюбил еще и покемонов, хотя со временем интерес к ним все же пропал. Вплоть до выхода Palworld, в котором я только за 1 неделю провел часов 100, хотя главная причина интереса к этой игре заключалась совершенно по другой причине. Рабов палов и полного попускания Nintendo по авторским правам, которые банят все возможные проекты, хоть как-то схожие на их игры. В том числе и творчество фанатов. Но не эту игру. Ну что, кто следующий в очереди? Ай-яй. 2 вопроса написал, ты ответы проебал. Ну ладно. Почему на аватаре стоит персонаж с убийцы Соника? Ну, ответ, я думаю, лежит на поверхности. Выход и необычность в The Amazing Sonic the Hedgehog вызвала у меня бурю эмоций. И она настолько заинтересовала, что побудила меня создать ролик. А ведь принять решение о съемке ранее неизведанной темы дается всегда очень тяжко. Я не устану повторять, что именно благодаря убийце Соника, рофла игрушки на 1 апреля, мы тут собрались. И если ты мой главный хейтер, то ты знаешь, что в первую очередь тебе стоит поносить. От отсутствия идеи, что поставить на аватар канала, я решил поставить Тейлза Сыщика с мыслью, что когда появится нормальная идея, тогда я сменю. Этого лиса, кстати, до сих пор можно встретить в шапке Бусти. Отсылка на меня Алдова. Так как я активно следил за эффективностью ролика и надеялся, чтобы он выстрелил и это стало отправной точкой старта канала, то превьюшка единственного ролика довольно часто мелькала перед моими глазами. А чего я подумал? Этот долбоебик выглядит довольно стильно и привлекательно. И я просто вырезал его с превьюшки, немного поменял фон, и он по итогу на канале стоял целых полгода. С июня по декабрь, пока его не сменил новогодний аватар. Хотя, признаюсь, первая версия была основана как раз таки на его привычной версии. За те полгода Куока из Мёрдера Соника претерпел парочку небольших изменений. Я изменил цветовую гамму, сделав картинку ярче и сочнее, изменил радужку глаз зеленого на голубой, немного изменив стилистику, которую можно заметить только под лупой. И сначала добавил, но потом все же удалил надпись Doll. Думаю, ты знаешь, что это означает. Я никогда его не называл оригинальным персонажем, а просто перерисовкой Куоки и Sonic Team. Но с открытием глаз на несовершенство законодательства об авторских правах, когда все знают, что именно он все украл, именно у... Но не получается подкопаться, потому что персонаж просто схож, то этот герой может считаться теперь уже и оригинальным. Полностью отказаться от длинного носа, добавить на бэдж надпись Мар или Марас и хоть выпускай в виде мерча или мягких игрушек для моих любимых подписчиков. Ну а теперь самый главный вопрос, ответ на который ждут буквально все. Когда будут стримы? Знаешь, когда я еще создавал канал, я задумался об этом и решил, что... Ой, кажется, время на исходе и пора закругляться. Ну, чего тут поделаешь? Тогда все в следующем выпуске, который выйдет на 50 тысяч подписчиков, я отвечу на этот вопрос. Если ты его, конечно же, задашь. Так что еще раз извиняюсь, если на чьи-то вопросы я не успел ответить. Поэтому я просил лайкать интересующие вопросы. И если ты хочешь, чтобы я создал для тебя Discord сервер и заходил туда почаще, то ты ознакомлюсь с моим планом скам. Особая благодарность Red Fox Seeker за 2 доната общей суммы в 440 рублей с покрытием комиссии, Диану Мак и Артема Харужева за подписку на бусте уровня Высшая форма жизни, а также Лизарди, Сайрис, Макс Плей, Метару, Николая Бабыкина и Heavy Tube за оформление бесплатной подписки на бусти. А с тобой был Андрей Марас, и я рад, что мои ролики тебе нравятся. Ведь после момента создания канала мои привычки изменились и стали всецело связаны с развитием канала, отчего количество и качество роликов в этом году несравнимы с предыдущим. Never